Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за черепашку Шелли, как вы уже заметили, с феромончиками, да, необычно. В общем, как вы помните, я открывал легендарные ресурсы, 10 сундучков, и мне ж нападали тогда вот такие вот очень полезные предметы. Включая, мне выпали феромоны на Шелли. Для Шелли, на самом деле, это очень круто, потому что это контролит противника в ближнем бою, хотя, возможно, и не круто. В общем, ну посмотрим. Надо же оценить их, как бы, будут они решать или нет. Я знаю, что ботинок лучше на самом деле, но давайте все-таки сделаем так. Пойдем в командные бои с такой вот сборкой, без скилла никакого-либо. То есть чисто на выживание и на команду. Ну и феромоны, чтобы хоть как-то контролить противников. Да, именно так. Но опять же, Шелли у нас не прыгающий, контроль у него такой себе. То есть это вот когда в него врываться будут, возможно, стоит будет нажать активный навык и заферомонить всех. Ну опять же, это такая субъективная штука. Ну, попробуем, чё. У меня рейтинг сейчас низкий, поэтому будем играть против нубасиков. Не знаю, как эти нубасики будут себя, конечно, вести против нас. Но, по крайней мере, феромоны смогут помочь немножко моим союзникам, чтобы они хотя бы смогли что-нибудь сделать полезное в этом бою. Ну, в принципе, это помогает. Ну, как вы видите, тут у меня команда играет вместе даже. Они жесткие. Я, правда, не очень полезный в этом бою, но чисто так, посмотреть, потестить зашли. Все-таки. Они понагибать. Ну, понагибать, это, знаете, одно другому не мешает. Ладненько, что у нас там? Выпала аптечка, лута, как всегда, нету. Бросили вот, кстати, союзники этот склад этих ребят. Не знаю, зачем. Вот там, кстати, стоит хамелеон в кустах. Гениальность хамелеона зашкаливает, как обычно. Вломиться, умереть, это да, это мы умеем. Так, ну что, зона у нас движется. Что-то как-то шустро зоны в последнее время начали двигаться. Почти не успеваешь налутаться, уже двигаются. Копье лутаем и погнали. Надеюсь, игроки меня тоже поймут, вот эти вот прекрасные. Ну, вроде двигаются, да. Вроде понимают, что зона идет. Уже неплохо. Уже, как говорится, не отсутствует интеллект. У нас тут бачок двигается. Я, как всегда, топ феромонов. Ну, увидели, да? Ну и, конечно, аптечка с бота упала в воду. Куда же еще? Статистика. Падающие аптечки. Наши противники, скорее всего, там уже будут нападать. Ого, давай, бери. Гранатка лутает. Я дробовичок залутал. Ну, погнали, погнали, чё? Погнали вырываться. Кстати, заметьте, у Шеллика неплохая скорость в воде. Сандали с атомом будут очень хорошо подходить. То есть он по земле и по воде двигается одинаково. Хотя это черепаха, он должен плавать хорошо. По идее. Но, видимо, этот черепах не водоплавающий. Как вы знаете, есть сухопутные черепашки. Так, Яру почти убили. Почти что. Захилимся сейчас еще одной аптечкой здесь. Прекрасной. Так, отрикошетим все от Яры. Чтобы знала, как быковать на меня. Да блин, да чё вы такие душные, слышь? Жираф. Так, пока что живем. Надо жирафа убивать, чтобы он не мешал. А то этот гад мешает очень сильно. И вот эту Яру надо тоже убивать, это бесит. Жутко бесит прям. Так, тут убили, красавчики. Жирафчик наш там, может, тоже умер. Точнее, их жирафчик тоже умер. Ну, он умер-то, но... Да блин! Извиняюсь, ребятки, за этот резкий взрыв эмоций. Ну, я сделал копье, нажал активный навык. Оно ничего не сработало. Вот насколько, представьте, как это было. Еще это где-то 16-я раз было. Вот же эти абузеры проклятые. Как всегда. То абузеры, то такая вот дичь случается. Бесит. Бесит. Просто люто бесит. Такой бой мог вытащить. Ну, в общем, феромончики штука, конечно, полезная, но такая себе. Для черепаха хотелось бы что-нибудь получше, на самом деле. Ну, в плане того, что... Ну, блин, в замесах будет помогать получать лишние секунды возможностей. Поэтому я считаю все-таки крутым. Феромоны для черепаха вариантом. Ну, возьми ты лук, ну стоит... Ой, короче, душный, а. Стоит возле лука. Я просто не заметил тоже серебряный лук, думал, его нету. Вот, кстати, в начале вот здесь вот феромоны люто зарешают сейчас. Ну, противники уже сбежали. Уже нечему решать. Моя команда не осознает то, что здесь сейчас умрет баг, и нужно с него забрать аптечку. Да зачем это осознавать? Бесполезная информация. Для слишком жестких ребят, да? А зачем им аптечки?
Аптечки никому не нужны. Именно так. Ну что, выпадает лук, ну пусть лутают, фиг с ним. Сели. Черепаха заферомонили. Не знаю зачем, но заферомонили. Пингвин здесь вылез из ниоткуда. Так, но мы ему не дадим возможности здесь ничего получить. Льва тоже бахнем. Надо дробовик получше залутать. Пингвина еще пробахаем. В принципе, у меня есть возможность затащить, если я ворвусь под орла. Если ворвусь, конечно. Так, ну... Льва вроде заэвейдил немножко. Так, сейчас сядем. Пингвин сам себя отрикошетил, красавчик. Все, в принципе, по продуманному сценарию сработало. Как я и планировал. Ну и, в принципе, норм. Тут мы вытащили. Опять же, орел вроде адекватный, поэтому, сами видите, очень легко тащить с таким орлом. Приятное, приятное. Ну, побольше бы таких орлов было. Да, игроков, в принципе, адекватных побольше. Было бы интереснее играть. Не всегда так. Итак, против нас остался еще один склад и один недобит, я так понимаю. Ну или ботики там с недобитыми. Как пойдет. Бака сейчас мы продамажим. Далеко он не сбежит. Я там них с легендарным луком ему закидывают там. Я думал, орел, кстати, взял. Я орлу отдавал бы лук. Ну, как отдавал? Там два никса, в принципе, да. Мы бы с орлом как бы не старались, все равно у этих неадекватов бы не отжали легендарный лук. Как бы не хотели. Ну, а никсы, как говорится, да. Кому ж нужнее, кроме них? Никому. Стандарт. Чё? Ладненько. Сейчас мы найдем противничков. Это, получается, мы одного добили, одиночку. Но видите, он тоже был в каком-то складе, видимо. Тот, что разбежался. И сейчас у нас где-то еще есть фловый склад. Нужно вот с этим фловым складом быть аккуратнее. Вот не нравится мне то, что орел сейчас идет сюда. Кстати, орел играет с центральными святого. У него вроде 12 уровень, то есть у него 2 слота остается всего лишь. Так, Яру шотаем. Никса тоже добиваем. Черепах здесь. Сейчас, смотрите, жестко как сделаю. Опа! Ха-ха! Ну, баски. Какой тайминговый. Вот. Ну, красиво же, красиво было? Красиво, конечно, красиво. Как может быть некрасиво, когда я такое делаю? Эх, прекрасно. Дождаться, когда резнет. Конечно, можно было продамажить, но, блин. Лучше было трипл феромоны сделать по 3 противникам сразу. И к чему это привело правильно? Потому что 12 жить просто появилась. За секунду умерла и все. Ну, кстати, она, возможно, даже отхилиться успела. Я там видел вроде бы у нее full хп. Ну, это не точно. Я там так обращал внимание на хп, что не обращал, по сути. Ну что же, где последний противничек, который от всех скрывается? Где этот красавчик? Там, кстати, я забыл, ребятки, рассказать. Сейчас я вам расскажу. Вы уж извиняйте, немножко я забывчивый. У нас есть в игре акция сейчас. Очень крутая. Прям очень крутая, и в нее легко... Ну, как бы, участвовать в ней тоже... не скажу, что прям легко. Легко побеждать. Легко побеждать в этой акции, потому что там будет выбираться рандомно 10 трио команд. Ну, сейчас вам расскажу, покажу. Вы, в принципе, можете это и сами почитать, я думаю. Но, как говорится, может быть, кто-нибудь этого не читает, поэтому вот для тех ребят я сейчас быстренько пройдусь по прекрасной акции. Оно находится у нас в сообществе. Ну и в Фейсбуке тоже, как бы. Все равно в Фейсбук придется ходить, без разницы. Так вот. Вот эта акция. Что вам тут нужно сделать? С новым обновлением карты у нас есть для вас задание Зубстеры. Мы дадим вам несколько подсказок о тайных новых местах в зоопарке. В общем, в Фейсбуке написано, что нужно найти места за зоопарк. Но тут написано в зоопарке. Вам будет нужно найти их и отправить скриншот с трио рядом с ними. И мы случайным образом выберем 10 трио. То есть вам нужно трио, вам нужно найти 4 места, если не ошибаюсь. Но опять же, лучше в Фейсбуке прочитайте, там переводит, поэтому норм. 10 трио будут выбраны рандомно, и награда за это 4000 гемов каждому игроку в трио. Как вам? И эксклюзивный смайл сообщества. Норм? Норм? Я считаю норм. Поэтому, ребятки, кто хочет 4к гемов просто так залутать на рандоме, вперед, у вас есть шансы. Но мы отправимся в следующий бой. Нам нужно поднимать черепаха с колен. Все-таки феромончики неплохая штука. В динамичных замесах все-таки позволяет влетать, контролить и выживать. Больше, чем это могло бы быть. Мне кажется, золотой... Ага, лут видел, отлично. Все-таки не зря его видел. Никс у нас, видимо, не очень хочет играть командно. Как вы заметили, уже убежал куда-то. Ну, золотой дробовичок. В принципе, нам и стандартного пока что хватит. Там он вроде бота бьют, да? Да, легендарного.
Да. Вот так вот, ребятки. Вопрос, как он попал на 1000 рейтинга, этот ник с первого уровня? Как вы думаете? Вот и я не знаю. Чудеса. Это вот с кем-то из этих двух... Или с... Нет, с акулом он вряд ли, а вот с кем-то из этих двух он точно зашел. Потому что с акулом бы он не лутал бы. 100 пудов. Потому что, ну как это? Забрать акула легендарный дроп? Серьезно? В общем, такие вот дела. Конечно, акул бы, наверное, его реализовал получше, чем я. Ну, в плане легендарного дробовика. Я бы тоже его смог неплохо реализовать. Наверное. Блин, мне бы сейчас туда залететь, то заферомонить все, что там есть. И было бы вообще красивенько. Феромоны не сработали, чтобы вы понимали. Точнее, активный навык не сработал, даже не так. Феромоны-то сработали, а вот активный навык нет. Точнее, феромоны тоже не сработали вместе, ну, как и активный навык. Блин, как же душат, как же душат. Посмотрите на этих душнил с разных складов, а? Просто душнилы с разных складов. У меня слов нет, у меня уже аптечки закончились, офигеть. Я Никса первого уровня резать не буду за то, что он забрал легендарный дроп. Если он подставится, то умрет. У нас акул, заметьте, какой полезный, да? Вообще ничего не делает. Просто нулевый неадекват. Хоть бы что-нибудь сделал. Не, зачем? Можно же постоять и ничего не делать. Так, залутаем стеночку, поставим. Бахнем вот так вот. Я там вроде даже кого-то достал. Похилим сейчас немножко. Акул наконец-то залетел. До него дошло! Дошло! Какой же интеллектуально одаренный. Наконец-то он смог залететь. Ух, не прошло и 100 лет. Как он смог. Молодец, молодец, акул, вообще красавчик. Вообще красавчик, акул, вообще, да. Ай, просто секунд, ну не знаю, минуты полторы мы тут точно стояли, ждали, пока он залетит, если не больше. Ой, эти игроки, да, они такие. А что поделать, ребят? Вы сами видели, сколько там гранат залетало, плюс там был адекватный... Так, Люсик, а ты куда собрался? А капкан? Вот, правильно, капканчик надо было дождаться. Посидели в феромонах, посидим еще. Блин, как же много урона не заносит. Ну, там еще один сбоку был. Думаешь, я тебя не вижу, да? Никс, думаешь, не вижу? Сиди, я тебе сказал. Собрался он куда-то. Ну, чё, феромоны хорошие. Вот сейчас в этом замесе вы видели, они пару раз принесли очень много пользы. Но этот замес мог бы закончиться по-другому. Опять же, где был акул? Ну, как всегда, в принципе, да. Акул был нигде. А противники, как вы заметили, они вылазили по одному. Никс у них сидел в бочке. Брюс слился сразу. То есть они играли, по сути, нас... Ну вот, 4 в 3 мы были. То есть мы были в преимуществе, когда начался замес. И если бы они играли вместе, без этих бочек, они бы нас развалили на изи. Но... Они же гении. Правильно, они же гении. Ну, мой акул тоже гений, но, к счастью, остальная команда хотя бы смогла помочь. За это им большое спасибо. Ну что ж, ребятки, вот такой сегодня черепах получился. Всех развалил, всех затащил. Феромончики все-таки актуальны. Кто бы что ни говорил, но вы видели, они актуальны, они помогают очень сильно. Конечно, приходится подставляться лишний раз. Один раз они не сработали, ну, это же зуба, да? Ты нажимаешь активный навык, он не нажимается, ну, это стандартно. Но... В принципе, полезность их оправдана. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.